Приветствую вас на моем канале. Сегодня свяжем красивый комплект для мальчика, классную шапочку и снуд. Вязать будем на объем головы 52 сантиметра. Шапочка у нас с помпончиком из пряжи. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Я буду вязать из пряжи Astra Merino Love на 50 грамм 90 метров. Классический мягкий меринос. На комплект понадобится 3 моточка. Оставляем длинный кончик нити. На спице 3,5. Обычным способом я набираю 88 петель. Число петель для нашего узора должно быть кратно 4. Набрали 88 петель, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда нигде не перекручивалась, вся смотрела в центр круга. Снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы. Затягиваем и разворачиваем наше вязание. Разворачиваемся мы для того, чтобы край отворота у нас был с красивым наборным рядом, а не с узелочками. Первую петлю мы переснимаем на правую спицу, уводим рабочую нить назад и начинаем вязание резинкой 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. Все петельки в этом ряду провязываем за переднюю стенку. Я провязала ряд, начало ряда там, где хвостик. Можно повесить маркер. Во втором и последующих рядах над лицевыми вяжем лицевые за переднюю стенку, над изнаночными изнаночные за заднюю. 1 лицевая, 1 изнаночная. Формируем резиночку 1 на 1. Мы сейчас вяжем наш отворот, вяжем на нужную нам длину. Я провяжу 11 сантиметров. Мы провязали нужную нам высоту отворота. У меня 11 сантиметров. И с лицевой стороны у нас будет такой красивый краешек, а не узелочки. Теперь приступаем к формированию нашего узора. В первом ряду 1 лицевая, 3 изнаночных. Это наш раппорт. 1 лицевая, 3 изнаночных. Провязываем за ближайшую стеночку. Следим за тем, чтобы петельки не скрещивались. Первую лицевую за переднюю стенку, изнаночную за заднюю, изнаночную за переднюю и изнаночную за заднюю. Довязываем таким образом ряд до конца. Я довязываю ряд, в конце ряда 3 изнаночные. Второй ряд нашего узора. 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая за переднюю, изнаночная за заднюю, лицевая за заднюю, изнаночная за заднюю. 1 лицевая, 1 изнаночная. Петельки не скрещиваем, довязываем таким образом ряд до конца. Далее будем чередовать эти ряды. 1 лицевая, 3 изнаночные и лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вяжем таким образом на нужную нам высоту шапочки. Я провязала 14 сантиметров после нашего отворота. Теперь мы приступаем к закрытию петель. Закончили рядом лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. В первом ряду убавки делаем следующим образом. Провязываем 1 лицевую, меняем местами первую и вторую петлю, так, чтобы вторая оказалась первой. Разворачиваем ее и провязываем 3 петельки вместе изнаночной за заднюю стенку. Снова 1 лицевая. Первую и вторую петлю меняем местами. Первую петлю разворачиваем, провязываем 3 вместе изнаночной за заднюю стеночку. Так довязываем ряд до конца. 1 лицевая, меняем местами первую и вторую петлю, первая сверху, провязываем 3 петельки изнаночной за заднюю стенку. Второй ряд провязываем без убавочек.
Все петли у нас здесь лицевые. Петельки не скрещиваем. Одну лицевую за переднюю стенку, одну за заднюю. Таким образом довязываем ряд до конца. Следующий ряд у нас тоже без убавок. Одна лицевая, одна изнаночная. Все петли здесь за переднюю стенку. В следующем ряду провязываем по 2 петельки вместе. Лицевую разворачиваем, провязываем вместе с изнаночной лицевой. Снова разворачиваем петлю, провязываем вместе с изнаночной лицевой. Так довязываем ряд до конца. Провязываем по 2 петельки вместе. Следующий ряд у нас без убавок. Все петли провязываем лицевыми. И еще один ряд с убавками. 2 петли разворачиваем, провязываем лицевой за заднюю стенку. Снова разворачиваем 2 петельки, провязываем лицевой. Так до конца ряда. На спицах у нас останется 11 петель. После этого нить обрезаем, вставляем в иголку с широким ушком и переснимаем на иголочку все наши петли. Затягиваем и уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. Кончик наборного ряда тоже вставляем в иголочку, уводим наизнанку и прячем, пропуская по задним стеночкам петель в одну сторону и в другую. Так кончик надежно закрепится. Отрезаем нить. Наша шапочка готова. Теперь приступаем к снуду. На снуд также на спице 3,5 мы набираем 88 петель. Набрали петельки, плюс 1 петлю для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание. Следим за тем, чтобы косичка наборного ряда не перекручивалась. Вся смотрела в центр круга. Петельку с левой спицы снимаем на правую, накидываем на нее петлю с правой спицы. Здесь мы вязание не разворачиваем. Сразу начинаем вязать нашим узором. Повесим маркер начала ряда. Начинаем мы с резиночки 1 на 1. 1 петля лицевая, 1 изнаночная. Все петли за переднюю стенку. Довязываем таким образом ряд до конца. Во втором ряду провязываем 1 лицевую, 3 изнаночных. И далее чередуем эти ряды, вывязывая наш узор. Провязываем таким образом высоту снуда 20 сантиметров. И заканчиваем рядом лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Я провязала 20 сантиметров нашим узором. Такой снуд у нас вышел. Теперь приступим к закрытию петель. Провязываем лицевую, изнаночную и накидываем предыдущую петлю на провязанную. Снова лицевая, накидываем предыдущую петлю. По узору изнаночная, накидываем предыдущую петлю. И так до конца ряда. В конце ряда отрезаем нить, вытягиваем петельку, вставляем нить в иголку с широким ушком. Ищем нашу первую петлю закрытия. Вот столбик из лицевых петель. И вот здесь наша первая горизонтальная петля. Вводим иголочку под нее и затем в середину той петли, из которой выходит нить. Уводим нить наизнанку. С изнаночной стороны закрепляем и прячем хвостик. Такое закрытие снуда у нас с непрерывной косичкой. Кончик наборного ряда тоже вставляем в иголочку и прячем с изнаночной стороны. Пропускаем нить по задним стенкам петель в одну сторону
и в другую. Так кончик надежно закрепится. Наш комплект готов. Теперь сделаем помпончик для шапки. Если у вас есть такие помпонницы, то вы можете сделать помпончик с их помощью. Если таких помпонниц у вас нет, вырезаем из плотного картона 2 одинаковых круга. Диаметр чуть больше, чем вы хотите помпон. Затем вырезаем в середине каждого круга такую замочную скважину. У нас получились 2 одинаковые детальки. Берем 2 конца нити из середины мотка, с конца мотка, складываем их вместе и начинаем наматывать на наши детальки. Вот такая бараночка у нас получается. Отрезаем нить. И нам понадобится еще один небольшой кусочек нити. Берем нашу баранку, вводим ножницы между 2 картонками, придерживая все ниточки, вот таким образом разрезаем наш помпон. Берем наш кусочек нити, вводим его между картонками и завязываем крепкий узелок. Затягиваем. Затем между картонками выводим нити наверх. Тоже делаем узелочек и еще один узел внизу. После этого снимаем картонки. И вот что у нас получается. Теперь берем ножницы и начинаем аккуратно выравнивать наш помпон, делая из него ровный круг. Срезаем все лишние торчащие ниточки, пока наш помпончик не превратится в кругленький шарик. Пока подравниваем наш помпон, ставим на плиту кастрюльку с водой. Нам надо будет подержать наш помпончик над паром, над кипящей водой. И вот таким он становится после пара. Снова берем ножнички и еще немножко подровняем. Наш помпон готов. Такой красивый круглый шарик. Присоединим его к шапочке. Вводим наши ниточки в иглу и уводим их наизнанку. С изнаночной стороны завязываем наш помпон на бантик. Лишние ниточки отрезаем. И теперь для стирки мы всегда сможем наш помпончик снять, после стирки надеть обратно. Вот такая шапочка у нас вышла. Данный комплект можно связать как для мальчика, так и для девочки. Очень классный, удобный и красивый. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.